Вот эти методы самопознания, это и есть оккультные практики. Вот это и есть самое страшное, через которое человек проваливается сюда в область злых духов, и злой дух проваливается, этим же словом скажу, в человека, входит в человека, завладевает человеком. Опасность этих оккультных практик именно в этом и заключается. Это не просто так, человек пофантазировал, помечтал, какие-то у него видения. Это зависимость и привязанность страшнее наркотической. Тем более страшнее там алкогольное или курение, или каких-то других вещей, или других страстей. Это более опасно. Потому что здесь злой дух через эти практики прямо проникает в человека и глубже завладевает и умом, и сердцем человека. Вот в чем опасность вот этих вот практик. Вот эти методы самопознания, да, увлекают людей неверующих, не понимающих опасность контакта с невидимым миром. Вот разные всякие контактеры, мечтатели общаться с ангелами, мечтатели постигать какие-то тайны невидимого мира, тайны божественных энергий. Там, в общем, бреда там чрезмерно всякого. И столько этих течений, столько всяких невероятных глупостей, что в каждом из них бес, соответствующий свой бес, который был родоначальником вот этого нового оккультного течения, он закладывает какие-то свои очень привлекательные, какие-то романтические, энергетические, какие-то такие фантазии. И, конечно, туда затягивают вот таких людей, у которых внутренне душа расположена. Вот этот бесоподобный нрав, который сформировался через заложенные страсти, через развитие этих страстей, через смертные грехи, да еще и через химические препараты, которые некоторые люди употребляют вследствие попадания в такие страшные зависимости, и, конечно, тянут вот эти еще большие познания, следующие этапы помрачения своего ума. Душа готова впитывать эти оккультные практики, потому что она уже растлена страстями с детских лет, страсти развиты, страсти довели уже до грубейших смертных грехов, до опасных контактов со злыми духами через отравление своего мозга вот этими всякими веществами. А здесь просто злой дух желает снабдить еще и какими-то знаниями, не та грубятина, которая там через эту отраву подается, а через знания. Это уже выше. Ты уже как бы просвещаешься, человек, ты посвящаешься в новую сферу духовного мира. Ты теперь как бы оракул, знаток. Ты теперь становишься человеком, который не ту грубятину употребляет, а постигает какие-то высшие энергии вот этого того оккультного мира. Мне рассказывали люди при прежних встречах, что они не были повреждены вот так глубоко. И они в какой-то период своей жизни встречались с такими людьми, которые были заражены оккультизмом. И те что-то им пытались говорить, что-то им пытались предлагать, даже какие-то советы давать и так далее. Но это не возымело никакого действия. Почему? Потому что душа не была и так повреждена, и так испорчена. Вот только те люди, которые прошли глубокую степень повреждения, вплоть до деморализации личности, им это легко впитывать, эту дрянь и отраву, потому что подобное тянется к подобному. Если душа не прошла этап этого разрушения, страшного духовного разрушения через ужасные совершенно смертные грехи, через ужасное развитие страстей, такая душа не может быть быстро разрушена. Требуется время, требуются дополнительные какие-то смертные грехи, падения, долгие какие-то оккультные тренировки страшные. Поэтому сами оккультисты заявляют, что они набирают группу новых слушателей, чтобы, например, помочь им открыть третий глаз. Я раньше слышал, что такие курсы были, группы были, какие-то там этапы определенного посвящения, там у них были еще что-то такое. Разного наслушался за эти 20 лет общения с людьми. И из этой группы, те, которые руководители, которые видели, они даже называли кого-то. Эти чемоданы, то есть у них какое-то зрение там было. Свое особое специфическое зрение, они его называли третий глаз и предлагали другим его открыть. И этим особым третьим глазом, то есть каким-то своим духовным зрением, они видели состояние человека. Но так, как им показывал это злой дух. Они перед этим прошли свой путь помрачения злыми духами, бесовселения такого и буквально такой духовной одержимости, разновидность духовной одержимости, когда у человека открываются паранормальные способности, как они их называют, то есть супер какие-то способности, сверхспособности, которых нет и не должно быть у нормального человека.
Здесь ломается такая перегородка, защитная перегородка между этим миром и невидимым миром. И когда человек прошибает эту перегородку специальными тренингами или как-то смертными грехами, или по наследству ему достается эта страшная совершенно наклонность, и он попадает в ловушку, сам ничего для этого практически не делая, по наследству что-то досталось. Вот такие люди попадают в трагедию, сломав эту перегородку. Дальше они уже ее не могут восстановить. Попав туда, в этот капкан, вырваться из него невозможно. Я помню, на занятия огласительных бесед приходил мужчина, лет, наверное, 40. Он был оккультистом, закончил вот такие курсы, ему открыли этот третий глаз. Он обладал какой-то особой энергетической способностью и стал работать экстрасенсом. Ну, на этом деле даже он там зарабатывал что-то. Тогда же можно было все в те годы. Сейчас какой-то патент с них требует, что-то еще. Раньше ничего не требовалось. По знакомым, по друзьям, у кого боль зубная прошла, у кого головная боль прошла, кому что-то предсказал. Короче, у него стало хорошо получаться. При этом у него была семья, были, не помню, 1 или больше детей, жена была. И вот через некоторое время, после таких удачных экспериментов, лечебного в кавычках плана, с ним начали происходить какие-то трагические случаи. Значит, он сказал, вот я запомнил из того, что он назвал какие трагедии. Значит, похоронил ребенка, он говорил, в семье развал, как бы, по-моему, произошел развод, жена не выдержала это все, вот этих страшных испытаний. И у меня, говорит, теперь 2 глаза, у меня опять 2 глаза, хотя было 3. Вот видите, говорит, показывают на свой правый глаз, видите, он стеклянный. То есть я потерял свой один родной глаз. Из-за того, что вот я открыл себе 3-й глаз и им пользовался, и им пытался влиять и воздействовать на других людей, спасать их и лечить их. Вот результат. То есть это результат какой-то тяжелой болезни, которую он перенес. Осталось 2 глаза. Один из них родной, другой все-таки тот 3-й. И он пытался сказать вот людям, которые здесь присутствовали на занятии, никогда не касайтесь этого дела. Я прошел через такие трагедии, что никому не пожелаешь. Выбраться теперь, как из этого, не знаю. Вот личное признание человека. То есть это очень глубокое уже туда посвящение, например, через определенные курсы, тренинги и через явные какие-то явления, которые потом начинаются у человека. Тут не обязательно 10 лет заниматься этим. Тут достаточно нескольких занятий. Еще раз говорю, все зависит от того, насколько уже эта перегородка защитная между видимым и невидимым миром, насколько она уже сломана, насколько она треснута, разрушена и слаба. Достаточно одного упражнения, одной какой-то оккультной практики, эта стена будет развалена, и бес войдет в этого человека. Не надо это делать 100 раз, и не надо, бывает, это делать 10 лет. И с одного раза бывает, это случается. И вот те оккультисты, которые проводят такие занятия или проводили, вот, по слухам, люди рассказывали, что вот из всей группы, там, например, человек 15, ну там в основном чемоданы, ну как бы, которые ничего из себя не представляют, а вот 2-3 человека бывают способны к принятию вот этого дара, вот этого бесовского дара. И у них открывается какая-то вот эта энергетичность особая или действие 3-го глаза. Ясновидение, как они называют. Вот так.